Добрый день, друзья! У нас наконец-таки запахло весной. У нас на юге уже начинает потихонечку светить солнце. Начинает теплеть, хотя бы градусов 5-7. Обещают даже выше. И я так понимаю, надо потихоньку выходить из зимней спячки. И я решил, что было бы неплохо на чем-то мелком нам немного разогреться. Есть вот такой молоточек. История его простая. Были у нас строители, и они его забыли. Он долго лежал на улице, я его увидел, не сразу увидел и решил спрятать. Я думаю, что я с ними еще увижусь, и будет им приятный сюрприз, если его привести в порядок. Какие у него есть проблемы? Первое. Это я еще не понял, они сквозные или нет, надо будет понять позже. Мне кажется, хотели насквозь его прошивать в деревяшку, чтобы он не соскальзывал, то есть не слетал. Это мы поймем. Дальше, мне кажется, он насажен вверх ногами. Я в этом почти уверен, потому что здесь у нас уже, чем вот здесь. Значит, он вверх ногами. И это видно, опять же, у него вот этот вот клевец, плоский боек, он немножко вот задран, а он должен наоборот немножко вниз по форме. И у него длинноватая рукоятка. Я видел, как они на крыше, они просто вот так вот насаживали его об стену. И таким образом он слетал постоянно, но они его вот насаживали заново. Я хочу по-человечески его расклинить. Сделаю короче, такая длинная не нужна рукоятка. Там есть определенный, сделаю под свою руку. Ребята там не какие-то амбалы. Я думаю, что и под их руку будет хорошо. Вот. Что нужно сделать для начала? Голову снять в лимонную кислоту. И рукоятку я ее осмотрю. И если она в порядке, я ее просто хорошенько пошкурю, пропитаю маслом, сделаю морилкой, и будет симпатичная рукоятка. Она живая. Я не вижу в ней пока каких-то трещин. Ей можно пользоваться. Рукоятка в порядке. Плюс, мне кажется, она довольно старая. Значит, она качественная. Она высушенная. Трещины пока не нашел. Так что снимаем голову, после этого смотрим. Итак, давайте попробуем. Я уже 2 раза стукнул, оно уже начинает сходить. Поэтому, мне кажется, это просто снять можно элементарной инерцией. Постучать об любую поверхность твердую. Давайте попробуем. Ну вот и все. Все, пошло. Ну вот так вот оно могло и в голову прилететь. Я не знаю почему, но вот строители, у них прямо проблемы с инструментом ручным. Он у них настолько раздолбанный, и он или вообще не насажен, или, то есть они его в воду ложили. Что-то они как-то, не знаю, не все, конечно, возможно, но вот я сколько не видел, как-то они этим вопросом не задаются. Это и техника безопасности. Я не понимаю. Ну, да ладно. Без проблем оно снялось. Немножко стукнул молоточком, чтобы выбить. И потом в тисочке зажал, и вот стукнул и выбил окончательно. Рукоятка, это я все вот как раз таки буду снимать. Я где-то спилю ее, сантиметров на 5-7, и это будет идеально. Она будет не сильно длинная, потому что она не нужна такая сильная, длинная, наоборот, там есть шанс промазать. То есть, если у них была логика типа куда-то доставать, так там можно не туда достать. Потому что точность, когда ты ее держишь вот так вот и пытаешься куда-то там дотюкнуть, ты можешь себе дотюкнуть или в палец, или кому-то в голову. Вот, рукоятка. Вот она здесь отполированная. Она вроде как без трещин, я ее распилю и погляжу. Если она внутри более-менее плотная, не трухля, то оставим ее. Если нет, у меня на самом деле есть такие заготовленные. Вот здесь это не сквозные. Отверстия, видимо, пытались просверлить, чтобы не знаю, болтом затягивать в рукоятку. Я не знаю логику, мне это непонятно. Клеймо пока, вот оно есть. Клеймо я еще пока не понимаю. Но это пока.
Итак, самая классическая схема. Это тара по размеру самого молоточка. Лимонная кислота, самая обыкновенная. Я покупаю в таких полукилограммовых. Ну, мне кажется, она более-менее качественная и эффективная. Потому что бывает, если маленький покупаешь, она там какая-то, ну, то есть вообще не агрессивная. Ну, то есть она не работает. Кипяток и холодная вода. Вначале немножко холодной воды, просто чтобы от горячей не поплавилась бутылка. Чуть-чуть. Высыпаем лимонку. Я всегда это делаю на глаз, но здесь я уже остатки досыплю. Смысл простой. Чем больше лимонной кислоты, чем более горячая вода, тем быстрее проходит реакция. И, в общем-то, травится ржавчина, появляется оксидная пленка. Ну, вы все поняли. Химическая реакция. Высыпаем. Перемешиваем. И потом кидаем молоточек. И горячей водой. Максимально горячая, чтобы, опять же, реакция была быстрее. Так, наливаем горячей водички. И перемешиваем уже до конца. И вот у нас моментально реакция. Прошло часа 2. Я думаю, уже можно глянуть, что у нас тут получилось. Так. И вот у нас уже линия закалки. Замечательно видно, с ней все в порядке. И уже почти вся ржавчина облезла. Ну, изнутри надо будет поработать немножко. Немножко дал щетки по металлу. У нас появилось клеймо. Это Z, по идее, в букве V. Я буду думать, что это за клеймо, пока, честно говоря, без понятия. Мне кажется, это буква В и в ней буква Z. То есть какой-то завод, не знаю, Волгоград, Воронеж, надо будет думать. И вес. Вот у нас вес. Сколько здесь, не пойму. Наверное, 300 грамм, он небольшой молоточек, мне так кажется, по весу. Ну, вес можно будет его взвесить потом. Ржавчина еще есть, ее хватает, поэтому закину еще часа на 3-4. Прошло около суток, ну вот так. Хотел часа на 4, получилось почти на сутки. Но посмотрим, что у нас получилось. Оно уже давно остыло, уже реакция никакая. Но как бы то ни было, результат отличный. Практически полностью все съела. Вот у нас едва-едва, чуть-чуть вот там вот ржавчина. И то ее достать можно уже и не парить все мозги. И практически полностью изнутри, вот видно, ничего нету почти. Ну и в любом случае там надо будет немножко подчищать уже вручную. Я думаю, это сделать очень легко. Обернуть наждачную бумагу на какую-нибудь палочку по размеру, да и почистить. И все. Итак, здесь у нас вес, мне кажется, все-таки это 600. И мне кажется, да, это 600 грамм. Клеймо отлично видно. Все-таки это буква В и З. Мне так кажется. И все, теперь это нужно высушить щеточкой по металлу. И все. И будем заниматься рукояткой. Прошли сутки. Вот такой результат у лимонной кислоты. И погнали щеткой по металлу. Легонечко, без фанатизма. Вот так вот. После металлической щетки, вот такой вот симпатичный. Ну, осталось немножко там почистить еще, тоже, чтобы блестело. Там, где дырки от сверл. Ну, судя по всему, это сверлом долбили. Вот здесь надо будет это вылезать. И вылезать вот здесь. У меня есть стертый лепестковый диск. Я специально их оставляю. И попробуйте тоже не выкидывать их. Вот у него остались здесь немножко
щетинки, более-менее с наждачной бумагой, таким диском очень удобно полировать. Как раз он уже, можно сказать, не царапает, не шлифует, а так немножко вот полирует. Причем это можно делать как на мокрую, так и на сухую, или с водичкой, или вот так. Я, допустим, чтобы опять не испоганить, оно станет мутное, ржавое от воды, сразу пятнами начнет покрываться. Я на сухую немножко полирну и погляжу. Остальное можно будет или наждачной бумагой довести, или оставлю. Ну и вот примерно такая ситуация получается. Я посмотрю, я, может быть, даже оставлю. Нет какой-то тут дикой необходимости зеркало вылизывать. Зачем, если оно будет биться об железки? Я здесь максимально просто ровную поверхность делаю, чтобы оно не ржавело вот в этих ямочках. Ну и все. Здесь я пока оставлю. Не буду вылизывать зеркало. В этом нет необходимости. Это инструмент, чтобы им работать. Все. Теперь обработаю вот здесь. Вот здесь надо будет поработать. Оно сильно подумятое. И все это ВДшкой. Вот опять же, без фанатизма. Выровнял, больше и не нужно. Это бить по железу, это бить по камню, возможно. Где-то стену зацепить, где-то другую железку зацепить. Здесь нет такой дикой необходимости в идеальном зеркале. И теперь просто его попшикать. Молоточек любой жидкой смазкой. Я вот купил вот такую. Рекомендую. Для ускорения процесса шлифовки коралловый диск стал уже у нас даже очень популярный. Ну и вообще, на самом деле, для дерева бомбезная тема. Ну и для ржавчины они просто бывают разной жесткости. Вот им классно вот как раз шлифовку делать, вот такую грубую, первоначальную. Вот ей будем заниматься. Честно говоря, состояние мне не очень как-то по душе. Она какая-то легковатая, суховатая. Я боюсь, как бы она не лопнула. Я видел, что ее постоянно в воду кидали люди. Типа, чтобы оно разбухло. Дедовский метод. Ладно, не буду матюкаться. Дедовским методом, короче, в воду засовывали. Вот она вот такая легкая-легкая вообще. Я боюсь, как бы она не лопнула. Но вот поглядим. Все-таки хочу попробовать ее. Это вот как такая вот прям, какое есть, вот такое отреставрировал, не заменял полностью с нуля рукоятку. И если она лопнет, в принципе, замена уже лежит. Вроде бы ничего. Попробую сейчас очень грубой пройтись. Это вот так вот будет отпиливаться. Вот примерно по линию насадки, так называемой. Я вот примерно в этом месте отпилю. Во-первых, посмотрю, что внутри вообще происходит. Потому что именно вот этой головой постоянно кидали в воду. И, скорее всего, здесь с древесиной могут быть проблемы. Вот что у нас получается. Я не стал вылизывать полностью зеркало. Потому что я заметил, что если вылизать прям там тысячное, ну не тысячное, даже там 600-й уже берешь, оно начинает скользить в руке. Поэтому я оставил какие-никакие здесь риски и шероховатости. Это как бы инструмент, которым ты работаешь, если оно у тебя будет вылетать. Потому что были моменты, когда я вылизывал прям чуть ли не в зеркало, и оно тупо скользило в руке. Как-то больше неохота. Если на полочку, да, можно вылизывать вообще там чуть ли не тысячной наждачкой, как вам угодно. Но это рабочий инструмент. Насчет длины рукояти. Я это делаю так, как меня учили. Вернее, мне показывали. То есть у нас вот примерно так оно у нас будет. И вот у нас общая длина.
И значит, как это делается? Это так, как меня учили кузнецы. У нас есть наше предплечье, то есть до локтя. Сделал немного подальше. Есть предплечье до локтя. Как нужно выбирать длину? И причем она будет индивидуальна у каждого человека, естественно. Упираешь себе вот в локоть. И здесь рукоятка должна быть примерно вот здесь вот пальцы ставишь под прямым углом к ладони. И вот примерно та же длина у нас получается. Чуть-чуть она длиннее, но она будет спиливаться еще. Вот. То есть вот у нас длина рукояти под твою руку. И сейчас долго и нудно будем подгонять голову к рукоятке. Да, это крайне геморройный процесс, но если прям хотите, чтобы было плотно-плотно и не расшатало через неделю, тогда придется это подгонять долго, нудно, но правильно. И вот так потихоньку понимаем, где у нас притирается, вот оно потемнело. Вот здесь начинаем потихоньку слизывать. И вот оно потихоньку пошло. Вот пошло. Сейчас будем опять ее сбивать. Снимать и опять насаживать, снимать и опять насаживать, да. И пока оно плотно не зайдет, так что не аж сдвинуться. Ну вот и все. Все, дальше делаем надпил. Сверлим его, чтобы он не лопнул. И делаем клинья. Аккуратненько. Без фанатизма. Так, этого хватит. И один поперечный. Давайте мы это дело развернем. Я левша, мне не везде удобно. Мое скромное мнение, какой дебил придумал вот эту продольную рукоятку? Ну, честное слово, умные люди придумали поперечную. У тебя получается предплечье и кулак в удобной позиции, чем у тебя вот этот вот излом идет. Ну, реально какой-то дебил придумал. Причем само изделие как бы качественная ножовка. Рукоятка, ну, реально какой-то идиот придумал. Или, я не знаю, для каких-то извращенцев, которые вот так вот пилят. Ну, что это такое? Нормально не схватить где-то вот так вот, да, жить можно. Вот это извращение, где у тебя излом сустава идет. Ну, честно, я сколько вот не работаю этой ножовкой, причем советская отличная ножовка, ну, рукоятку дебил делал. Просто. Может быть, я дебил и чего-то не понимаю. Неудобно, жутко. Ручная советская дрель. Меня она реально спасала ни разу, особенно если учитывать, что здесь пока света нету в гараже. Никогда не было необходимости, и вот эта вещь работает просто великолепно. Все. Буквально 10 секунд, и все. И готово. Надо будет ее привести в порядок, она прям совсем такая потасканная. Это мне где-то досталось, я ее, можно сказать, спас. Оживить оживил, а внешне она, конечно, прям совсем не очень. Нужно будет ей как-нибудь заняться. Ну и плюс у нее рукоятки нету и никогда не было. Здесь вот у нас вот такой вот момент. Тоже будет один интересный проектик. Так она, в принципе, рабочая. Так. Опа. Вот и все. Может лопнуть и даже и с отверстиями, но шансы намного меньше. Поэтому рекомендую сверлить.
Ну а дальше все просто. Делаем клинья, насаживаем молоток и расклиниваем. Клинья я только на ПВА сажу.